У Большого театра появился новый гендиректор, бывший руководитель Брестского театра драмы Вячеслав Горбузов. И все бы ничего, да вот деятели культуры, которым довелось поработать с этим персонажем, отзываются о нем не очень лестно. Жестко прессовал работников, что стало причиной огромной текучки кадров. Занимался оптимизацией вплоть до того, что туалетную бумагу и мыло предложил работникам покупать за свой счет. А с подрядчиков брал деньги даже за использование стульев во время выступлений артистов. Любовь к алкоголю у Горбузова настолько же сильная, как у небезызвестного депутата Марзулюка. Любил принять на грудь даже во время гастролей, что сильно сказывалось на его и без того невменяемости. Все это, конечно, можно назвать слухами и выдумкой. Вопрос в другом. Как незаконная власть ставит руководить Большим театром человека, который в рыбалке смыслит лучше, чем в искусстве? Видимо, чтобы занимать такую важную должность в нашей стране, достаточно просто любить БРСМ и быть патриотом нелегитимного. А мы продолжаем следить за судьбой 11 футбольных фанатов, которых задержали в Мозыре на прошлой неделе. Их обвиняют в сопротивлении силовикам при разгоне 11 августа. Якобы из-за их действий пострадал один человек, а также были повреждены служебные авто. Вот уже 9 дней матери задержанных не знают, где находятся их сыновья. Сначала женщинам заявили, что все они первые трое суток провели в Мозырском ИВС. Затем одной из женщин сообщили, что ее сын переведен в Калинковичи, но там она его не обнаружила. Позже сказали, что он в Гомельском СИЗО, но и там в списке задержанных его нет. Матери другого задержанного отказывают в передачах и по очереди посылают в СИЗО разных городов. По последней версии следователя, он содержится в Гомеле. Но там отказались отвечать, есть ли у них такой заключенный. То же самое и с некоторыми другими фанатами. Более того, правозащитникам до сих пор не удается установить личность одного из задержанных. Видимо, у представителей так называемых правоохранительных органов совсем не осталось чувства совести и сострадания даже к ни в чем не повинным матерям. Пока так называемые белорусские элиты наслаждаются жизнью под горячительные напитки, прямо у них под носом все то, за что они должны отвечать, рушится и создает угрозу жизни простых людей. В распоряжение телеграм-канала «Жизнь за МКАДом» попало видео из Пружан, где целое соцветие местных чиновников дружно принимают на грудь за великую победу. Среди собутыльников были замечены допущенный к телу самодержца председатель Пружанского райсовета депутатов и по совместительству один из разработчиков новой конституции нелегитимного Николай Кудровец, а также директор предприятия «Коммунальник» и экс-председатель комиссии по выборам Сергей Бобрук. Все бы ничего, ведь закон никому не запрещает расслабляться на празднике, если бы не один инцидент, который заставляет иначе взглянуть на эту ситуацию. В том же парке, где мирно колдырили верноподданные чиновники, под выступавшей на сцене девочкой провалилась прогнившая балка. Людям пришлось помогать ребенку выбраться из западни. Примечательно, что жители Пружан неоднократно обращались в различные инстанции по поводу проблемы со сценой, но никаких изменений не происходило. К слову, этот объект стоит на балансе предприятия «Коммунальник», директор которого мирно угощался этаноловой росой, в то время как ребенок мог остаться инвалидом из-за его бездействия и наплевательского отношения к своей работе. Впрочем, каков поп, такой и приход. Сегодня Могилевский областной суд начал рассмотрение дел сразу 12 политзаключенных. Процесс над Павлом Северинцем, Максимом Винярским, Ириной Счастной и другими известными активистами и политиками проходил в закрытом режиме. Даже родные обвиняемых не могли на нем присутствовать. Стоит отметить, что по закону суды в Беларуси открытые и гласные, то есть любой человек может стать слушателем. Исключение составляют дела, которые касаются несовершеннолетних, либо затрагивают детали личной жизни. Очевидно, что очередное сфабрикованное дело об организации массовых беспорядков не попадает под эти критерии. Однако так называемые правоохранители решили, что материалы следствия относятся к тайне, охраняемой законом. На таком основании всех, кто пришел поддержать заключенных, не только не пустили в суд, но и пригрозили новыми преследованиями по народной статье о несанкционированном мероприятии, если люди не разойдутся. Прибывший на место ОМОН, вероятно, решил, что без показательных задержаний будет скучно, и отправил в автозак правозащитника и журналиста Deutsche Welle Александра Буракова. Отметим, что накануне суда сопредседатель белорусской христианской демократии Павел Северинец сумел передать своей супруге открытое письмо для всех белорусов. В нем политик и писатель призвал людей быть твердыми, любить свой народ, жить не во лжи. А также отметил, что защищать правду, свободу и справедливость – это как дышать, и что свою волю нужно выстрадать, чтобы по-настоящему ценить.
И снова день у нелегитимного не заладился. В Польше конфисковали контрабанду белорусских сигарет. На этот раз 500 тысяч пачек на сумму почти 2 миллиона долларов. Грузовик остановили на польско-литовской границе. По документам в нем везли корм для животных. За рулем был 51-летний гражданин Латвии. Через Латвию контрабанда и попала на территорию ЕС. По информации польской таможни, если бы сигареты попали на черный рынок, бюджет Польши потерял бы 3 миллиона долларов. Водителя автомобиля арестовали на 3 месяца. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Важно отметить, что на прошлой неделе польским таможенникам удалось перехватить сразу несколько партий сигарет общей стоимостью около 10 миллионов долларов. Это самая крупная контрабанда сигарет в истории, перехваченная пограничной службой и Национальным налоговым управлением Польши. И это все на сегодня. Берегите себя и живи Беларусь!